Друзі рибалки та любителі відпочинку на природі далеко від цивілізації. У наш час, напевно, кожен із вас в своєму арсеналі має безліч різноманітних електронних гаджетів для комфортного відпочинку. Але всі вони потребують електроживлення. Та особливо це стає проблемою, коли наша подорож планується на тривалий час. Бо яка б не була потужна батарея у вашому мобільному пристрої, рано чи пізно вона потребує зарядки. Тому хочу вам порекомендувати компанію EcoFlow, яка виробляє унікальні портативні зарядні станції різних конфігурацій та потужностей. І це не є просто великий повербанк, як багато хто вважає. Це дійсно розумна електростанція, яка надасть вам можливість тривалий час користуватися будь-якими електричними приладами, де б ви не були. І навіть тими приладами, які живляться від розетки 220 вольт. Ось основні переваги зарядних станцій від EcoFlow. Велика кількість роз'ємів для підключення будь-яких пристроїв. Надшвидка зарядка від 0 до 80% лише за 1 годину. Мультизарядка. Можна заряджати станцію від розетки, автомобіля та сонячних панелей. Широкий вибір потужностей. Можна обрати станцію на будь-яку ємність. Від 220 Вт-годин до 25 кВт-годин. Сучасні батареї, що мають велику кількість заряду-розряду. Додатковий об'єм енергії. Для кожної станції можна під'єднати додаткову батарею, якщо не вистачає вбудованої. Додаток та дисплей. Можна керувати на відстані і бачити, що відбувається у конкретний час. Немає шуму та викидів. Можна користуватися всередині приміщення в порівнянні з дизельним генератором. Усі станції максимально захищені від перенапруги та повного розряду. Можуть заряджатися і одночасно віддавати енергію. Можуть використовуватися як джерело безперебійного живлення. Працюють у холод та спеку від мінус 20 градусів до плюс 45. Всі посилання в описі під цим відео. Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. Когда-то давно я снимал видео, в котором показывал, как вот такие вот резиновые стопорки с одной лески перенести на другую леску и тем самым использовать его повторно. И вот недавно мне написали такой вопрос: а что же делать, если стопорок полностью слетел с вот этого металлического держателя? Вот так. Его ведь уже никак не одеть на леску. Да и сюда, в принципе, тоже не вернуть. И действительно, вполне логичный вопрос, потому как у меня у самого часто такое бывает. Где-то что-то там не удержал при снятии с держателя, и он мимо лески просто вот так вот снялся с держателя, и все. В принципе, раньше я их выбрасывал. Но есть способы, причем я вам покажу 2 способа, как можно этот стопорок вернуть обратно на леску. Не надо писать в комментариях, что это расходник, на Алиэкспрессе можно за 50 центов купить 100 штук. Я это все прекрасно понимаю. Но бывает такое, что у вас этот стопорок последний, и вам он просто необходим. А вы далеко от магазина, а вам он нужен прямо вот сейчас. Ну, на рыбалке, например, если вы находитесь далеко за городом. Поэтому показываю 2 способа, как этот стопорок одеть на леску. Итак, для первого способа по спасению нашего стопорка нам понадобится обычная медицинская игла от шприца. Кстати, такая игла у нас всегда с собой есть на рыбалке, потому как с помощью этой иглы мы развязываем мелкие узлы. И также она нам нужна, когда мы одеваем на крючок пучок опарыша более 10 штук. Кому интересен этот способ, можете посмотреть видео, довольно интересно. Значит, берем медицинскую иглу, и наша задача эту иглу вставить насквозь вдоль всего стопорка, строго по центру. Так, наверное, я сделаю это за кадром, потому как здесь очень тонкая работа и мне мешает камера, надо все это дело взять поближе к себе. И в результате у нас должно получиться вот так. Мы вставили иглу насквозь через весь стопорок, строго по центру и так, чтобы конец иглы немного вылез с нашего стопорка. Теперь все очень просто. Берем ту леску, на которую мы хотим одеть стопорок, и конец лески вставляем в отверстие иглы.
И так, чтобы леска вылезла с иглы с другой стороны. Вот. Ну и теперь, я думаю, все уже догадались, что нужно сделать. Нужно просто стопорок стянуть с иголки. Иглу убираем. И вот наш стопорок на леске. Точно так же можно, в принципе, стопорок перенести обратно на вот эту вот проволочку. Для этого мы точно так же одеваем стопорок на иголку. Только вместо лески вставляем вот эту вот проволочку в иглу. И стягиваем на проволочку. Показываю второй способ. Для второго способа нам понадобится обычная иголка для шитья. Вот такая. Иголку берем максимально тонкую, только с таким расчетом, чтобы наша леска, на которую мы хотим одеть стопорок, чтобы она вставлялась в ушко этой иголки. То же самое берем, одеваем на иглу наш стопорок строго по центру. О. Швейная игла заметно тоньше, чем медицинская, и поэтому одеть было намного проще. Вот, одели стопорок на иголку. Теперь берем нашу леску, вставляем ее конец в ушко иголки. И стаскиваем стопорок на леску. То есть снимаем стопор с иглы со стороны ушка. Так, иголка очень скользкая, поэтому помогу плоскогубцами. Вот так. Раз. Все, иглу убираем. И наш стопорок опять находится на леске. Вот такой вот простой, хороший лайфхак. Есть вам два способа. То есть у вас может быть или иголка с собой медицинская, или там, например, носите с собой швейный набор с швейной иглой. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот лайфхак будет вам полезен. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Также подписывайтесь на наш инстаграм. Там очень много крутых фотографий из жизни нашего канала. Всем пока, до новых встреч!